Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 1 мая. Поехали! Резкое изменение погоды и выпадение обильных осадков за короткий промежуток времени стало причиной локальных наводнений в Гваделупе, Франция. Местные власти сначала объявили красный уровень погодной опасности и по мере того, как стихала стихия, понизили его до желтого. Это поистине исторический дождь в этом регионе. Такого количества осадков местные жители не видели здесь последние 15 лет. И действительно, за какие-то 6 часов тут обрушилась месячная норма осадков. Жители сообщают, что еще ночью они могли наблюдать, как потоки воды уносят с собой припаркованные автомобили. Максимальный уровень паводка достиг отметки в 1 метр. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. Как информируют местные СМИ, от буйства стихии погибло 2 человека. Спасатели совершили более 40 операций на воде, спасая застрявших автомобилистов. В общей сложности они спасли 31 человека. Вода попала в подземные паркинги и полностью затопила их. Вторые сутки подряд Турция подвергается сильным ливневым осадкам. Как информируют местные СМИ, за это время выпала двухмесячная норма осадков. Наиболее пострадавшими городами оказались Нигде и Хильван. Местами сообщалось о сильном градовом шторме. Многие улицы и даже целые районы оказались затоплены. Пострадала сильно и инфраструктура. В период с 29 по 30 апреля в районе Хильван за сутки выпало 50 литров осадков на 1 квадратный метр, а в Нигде и того более, почти 80 литров на 1 квадратный метр. Буйства этой стихии не выдерживали даже дома, часть из них лишились своих стен, как и дорожное полотно, местами его попросту смыло, а местами образовались провалы, в которые провалились автомобили. Уровень паводка колеблется от 30 сантиметров до 1 метра. Нанесен большой материальный ущерб многим местным жителям. Власти сообщают, что от таких наводнений жертв и пострадавших не отмечено. В американских штатах Колорадо и Нью-Мексико полыхают масштабные пожары. При этом постоянно регистрируют все новые и новые возгорания. В американском штате Нью-Мексико огнем охвачено 166 домов из-за сильных порывов ветра, которые раздувают пламя в горных деревнях. Одним из крупных пожаров в штате, который вышел из-под контроля, продолжает бушевать в Калф-каньоне. 10 тысяч жителей этого района уже покинули свои дома. Сведений о пострадавших или жертвах нет. Этот пожар на севере штата Нью-Мексико является одним из самых крупных и разрушительных из более чем 10 крупных пожаров на юго-западе США. Эксперты отмечают, что в этом году сезон пожаров начался очень рано и связывают это с изменением климата. Пламя охватило площадь, равную 27 тысячам гектар или 270 квадратных километров, и делает его одним из 15 крупнейших в истории Нью-Мексико. По данным на сегодня он локализован всего лишь на 10%. В сети интернет появились кадры масштабных последствий от прохождения торнадо-гиганта, который вчера бушевал в американском штате Канзас. И это действительно ужасные и по-своему завораживающие кадры. Этот торнадо с такой легкостью пронесся по региону и разрушил инфраструктуру. Уже стало известно, что он разрушил более 1000 зданий. Разборы завалов еще продолжаются. Власти подключили к этому процессу еще 200 человек. До сих пор без света остаются 15 тысяч человек. Поражает то, что при таких масштабах разрушений и последствий от буйства стихии 3 человека погибли, 5 получили травмы различной степени тяжести. Некоторые дома и постройки полностью стерты с лица земли. 70% разрушений, которые нанес этот торнадо, подлежат восстановлению, а вот оставшиеся 30 уже нет. Часть дорог разблокирована для движения транспорта. Проводятся работы и по восстановлению инфраструктуры. Синоптики предупредили, что сегодня и завтра возможно формирование и прохождение нескольких торнадо. Власти выпустили соответствующее предупреждение. Ситуация с половодьем в российских регионах остается неоднозначной. В одних регионах наблюдается спад воды, а в других только все начинается. Весеннее половодье уже охватило 31 регион страны.
В Брянской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на сегодня 53 дома оказались под водой, а также 680 приусадебных участков, 5 участков дорог и 1 мост. В Московской области ситуация с паводком остается напряженной с конца марта. К началу мая 230 приусадебных участков и 10 дорог остаются отрезанными от сообщения. Сложная ситуация остается и в Пермском крае и Челябинской области. Уровни воды на реках 7 регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов на этой неделе может достичь опасных отметок, а это означает ухудшение положения, которое уже наблюдается почти целый месяц. Спустя почти месяц Нигерия снова подверглась довольно сильным ливневым осадкам, которые спровоцировали масштабные наводнения в штате Анамбара. Сильные дожди вызвали наводнение в городе Аниджа, так как стоки не справлялись с объемом воды. Сильно пострадали местные рынки, которые буквально были смыты потоками воды. В итоге власти их закрыли. Движение транспорта заблокировано. Местами в качестве основного транспорта используются лодки. Многие дороги в штате затоплены или разрушены. Дожди сопровождались и сильными порывами ветра, достигающими 25 метров в секунду. Как сообщили СМИ, более 100 домов оказались повреждены из-за буйства стихии. Власти оценивают масштабы причиненного ущерба. Проводится эвакуация жителей из районов, наиболее пострадавших от наводнения. Синоптики дали прогноз на ближайшие 3 дня. Осадков не ожидается. На утро 1 мая в Красноярском крае действовало 16 лесных пожаров на площади 850 гектар. За прошедшие сутки сотрудники лесопожарного центра ликвидировали 33 лесных пожара. В тушении пожаров участвуют 379 человек и 79 единиц спецтехники. На авиапатрулирование, доставку сил и средств к очагам возгораний привлекли 10 воздушных судов. По данным властей, лесные пожары в большинстве случаев возникли в результате перехода огня земель или иных категорий по вине местного населения. Жителям края нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. В большинстве территорий края действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, а также проводить пожароопасные работы. Особо эти меры не помогают, так как за прошедшие сутки возникло еще 10 новых очагов возгораний. Огромная рыба-сельдь была найдена, выброшенная на берег Арамауна-Бич в Данидине, Новая Зеландия. Как мы уже знаем, каждый раз, когда ловится такая большая рыба в сети рыбаков или выбрасывается на берег, как в данном случае, происходят довольно мощные землетрясения или цунами. Это событие сильно насторожило местных жителей городка. Длина этой рыбы составила 3,5 метра. Это не самый большой экземпляр. Известно, что этот вид достигает длины более 8 метров. Местный житель, который обнаружил эту рыбу, подумал, что на берег выбросила доску для серфинга. А когда подошел поближе, понял, как сильно он ошибся. За последние 150 лет было всего 9 случаев, когда такая вот сельдь выбрасывалась недалеко от берега. В 7 этих случаях были отмечены сильные землетрясения. Власти очень надеются, что на этот раз обойдется. Сильные дожди прошли в центральных провинциях Ирана. За 12 часов выпало 100 мм осадков. Многие районы города Исфахан оказались затоплены. Местами высота паводка превышала 50 сантиметров. Власти выпустили оранжевое предупреждение погодной опасности и попросили местных жителей временно отложить поездки на личном автотранспорте. Очевидцы этих событий присылают видео, на которых видны последствия сильных дождей. 3 человека пропали без вести, поиски пропавших продолжаются до сих пор. Синоптики не радуют своими прогнозами. По их словам, стихия будет бушевать до среды как минимум. А это означает, что возможны серьезные наводнения. В прошлом году сильнейшие наводнения в Иране пришлись на начало октября. Местами всего за сутки выпало 275 мм осадков. Из-за наводнения и сильного ветра многие районы остались без электричества. Тогда погибло 25 человек, 650 домов были повреждены.
Сильные дожди, которые идут в бразильском штате Рио-де-Жанейро, уже успели привести к новым наводнениям. В этом году Бразилия как никогда страдает от сильнейших дождей. Власти уже опасаются, что эта серия ливней опять станет трагической. А ведь дело к этому идет. Вы только посмотрите, какое уже наводнение они спровоцировали в некоторых районах. Уровень паводка уже превышает 1 метр. В прошлый раз такие осадки спровоцировали и сильнейшие оползни, от которых погибли люди. Мало этого, власти еще не полностью успели восстановить инфраструктуру в полной мере, как опять начались наводнения. За прошедшие сутки спасатели провели 46 операций на воде. За это время в регионе выпало 250 миллиметров осадков. Затоплены целые районы, улицы, а также дома. За время буйства непогоды погибших не отмечено. 5 человек пропали без вести. Дожди еще будут идти как минимум 5 дней. За прошедшие сутки на Земле произошло 95 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,0. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 4 странах. Каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Водопад Дракон в Венесуэле, Южная Америка. Водопад Дракон – живописное природное образование в Венесуэле, которое находится в 10 километрах к югу от самого высокого водопада в мире Анхель и разделяет с ним одну долину. Едва ли не достигает высоту 400 метров, но он точно не уступает знаменитому Анхелю по своей красоте. Не спадая с высокой скалы, водопад представляет собой поистине удивительное творение природы, завораживающее своей красотой. Название дракон, скорее всего, связано с формой водного потока, который продолжается на Земле тонкой линией, похожей на хвост мифического существа. Водопад Дракона – один из самых живописных на Гвианском плоскогорье, а возможно и по всей Южной Америке. Любой, который увидел его, никогда не забудет это удивительное чудо природы. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.